лечении диабета самое главное знание. Ну, то есть это вот прям номер один. Йод нужно не пить, йод нужно есть. Основная функция – это кормление грудью в вскармливании ребенка, да, лактация, регуляция лактации. Я не могу похудеть, потому что у меня инсулинорезистентность. И когда у меня пациенту становится лучше, и доктор это вдохновляет, учиться дальше, развиваться, получать новые знания, помогать. Здравствуйте, меня зовут Мария Жигалина-Гриценюк. Я врач-эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, клинический стаж 10 лет. Кто такой эндокринолог? Эндокринолог – это доктор, который диагностирует и лечит заболевания эндокринных органов, систем и клеток. Какие болезни лечит эндокринолог? Поджелудочную, именно ее эндокринный отдел, то есть сахарный диабет первого типа, второго типа, несахарный диабет, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, ожирение. Как катастрофа в Чернобыле повлияла на щитовидки украинцев? Очень серьезный вопрос, страшная техногенная катастрофа, и в этом году отмечали, точнее никак не отмечали, а было 30 лет с этого трагического дня, и вред здоровью есть колоссальный, особенно ликвидаторам. Что касается украинцев, то дети и подростки, которые проживали в этих районах, особенно близко к Чернобылю, однозначно они наблюдаются всю жизнь по всем типам рака щитовидной железы. И не только украинцы, но и белорусы, и россияне, и некоторые наши европейские соседи. Может ли человек держать диету, но не худеть, потому что есть проблемы с гормонами? Чаще нет, реже да, поскольку вклад гормонального ожирения в общую структуру не более 5%. Все-таки больше это недостаток физической нагрузки, переедание, реже гормоны. Иногда бывают ситуации, когда человек вначале поправился, а потом приобрел эндокринное заболевание. И вот по поводу инсулинорезистентности, вот сейчас такая модная тема, некоторые говорят, я не могу похудеть, потому что у меня инсулинорезистентность. Но здесь путаются причины и следствия. Инсулинорезистентность развилась, потому что человек поправился. Вот. И если он начнет скидывать лишний вес, особенно висцеральный жир, тогда инсулинорезистентность будет сходить, меньше становиться. Какие симптомы чаще всего указывают на проблемы с щитовидкой? Здесь нужно четко разделить. Есть избыток гормонов щитовидной железы, это гипертиреоз или тиреотоксикоз. Здесь будет несколько причин, несколько симптомов основных групп. Это психологические, то есть человек становится, вот был нормальный, адекватный, а стал плаксивый, капризный, чувствительный такой, легко возбудимый, то есть сложно контролировать свои эмоции. Это первая группа симптомов. Вторая группа симптомов со стороны сердечно-сосудистой системы, то есть тахикардия, появляются иногда мерцательные аритмии, то есть нарушение ритма. И эти больные нередко приходят в первую очередь к кардиологу с сердечной проблемой, и потом только если кардиолог правильно разберется, он направит к эндокринологу. Эти больные могут терять вес, причем очень сильно, то есть человек может потреблять и 4-5 тысяч килокалорий, вот, и будет худым, вот, и даже излишне худым. Следующая группа проблем – это офтальмологические, то есть есть такое состояние, такая болезнь, как болезнь Грейвса, Грейвс-Базедов. И наверняка вы видели, это люди с таким выраженным пучеглазием. Вот. Это уже запущенные стадии, когда очень сильная аутоиммунная реакция, и отекают связки, отекают мышцы и выталкивают глазное яблоко. Вот. Это симптомы гипертиреоза. Еще тремор неврологический, то есть трусятся руки, прямо может труситься все тело. Это относящиеся к гипертиреозу. Гипотиреоз – это обратные симптомы, то есть классический гипотиреоз – это будет
полный человек, ленивый, иногда депрессивный, у которого будет села батарейка, сниженная энергия, могут портиться волосы, они будут становиться сухими, ломкими, выпадать наружные края бровей, ресницы, у этих людей зябкость, холодные руки, холодные ноги. Давление иногда может повышаться, иногда снижаться, отеки, запоры, да, то есть закрепление стула, то есть они чаще к гастроэнтерологу обратятся. То есть фраза «пониженный обмен веществ» — это больше о гипотиреозе. Но тут есть еще вегетатика, она тоже на это действует. То есть не бывает такого, что чем сложна эндокринная система, что нет такого один орган, один симптом, то есть очень неспецифично. Это комплекс, да, то есть не бывает такого, что допустим, у меня заболел палец, и я точно понимаю, что это болит палец. Эндокринная система и так, к сожалению, не бывает. То есть люди приходят к пониманию того, что у них заболевание щитовидной железы, порой пройдя какой-то цикл врачей, даже долгое время не могут найти, пока кто-то не сориентируется. Бывает, и сам пациент заходит, да, читает и думает: о, надо сдать ТТГ. Что вам нравится в вашей работе? Все. Я очень люблю эндокринологию, поскольку здесь работают либо гормоны, либо блокаторы гормонов. И в других специальностях бывает лечишь, оно все такое велотекущее, человеку непонятно, ему хорошо, плохо, никак. А здесь, когда включаются в работу гормоны или блокаторы гормонов, результат чаще будет, и он будет ощутимый. И когда у меня пациенту становится лучше, и доктор это вдохновляет учиться дальше, развиваться, получать новые знания, помогать. Сколько может зарабатывать эндокринолог? Очень по-разному, да, то есть если это поликлинический эндокринолог, то, как и у всех государственных врачей, ставки небольшие. Понятное дело, что еще, я не знаю, сколько сейчас официальная ставка, может 6 000. Плюс, да, действительно оставляют пациенты благодарности, потому что не может доктор, который такой ответственной работой занимается, зарабатывать меньше, чем продавец, консультант, официант. Они тоже я не обесцениваю никакие профессии, но немножечко смещены сейчас ориентиры. В частных клиниках эндокринологи зарабатывают больше. И на сегодняшний день есть примеры, когда доктор сам по себе становится брендом. То есть такие, как Магерия, эндокринолог, Зубарева, у них в Инстаграме миллионы подписчиков, и их заработок исчисляется, вероятнее всего, в $1000. Поэтому здесь вариация очень большая. Если человек учится, стремится, развивается, можно же уйти и в самостоятельное частное плавание, поэтому здесь все зависит от человека. Везде пишут о добавлении гормонов в пищу, например, в куриное мясо. Как это влияет на наш организм? Гормоны в пище – это хороший вопрос, но его сложно проконтролировать. Если верить экспертизам, ГОСТам, то к тому моменту, как мясо попадает к нам на стол, то там уже ничего нет, потому что гормоны, они тоже разные, да, есть стероидные гормоны, есть малые белковые гормоны, есть большие белковые гормоны, и они имеют свой период распада. Это раз. И второе, например, если говорить о гормоне роста, как его накалывают цыплят, они становятся такие большие, но он достаточно дорогой. То есть тогда бы эти тушки стоили гораздо дороже. Конечно, в идеале полностью нужно для того, чтобы обезопасить себя, уехать куда-то в деревню, в село и выращивать все самим, но мне кажется, это очень немногие могут себе это позволить. Это дискутабельный вопрос. Точки здесь никто не поставит. Как правильно пить йод для профилактики щитовидки? Йод нужно не пить, йод нужно есть. Это первое.
Второе. Во всех развитых странах, цивилизованных, йодирование соли – это государственная программа. То есть в Америке, в Испании, в Италии не стоит вопрос, йодировать соль или нет. Однозначно да. Что касается постсоветского пространства, то всего лишь 2 страны не йодируют свою соль. И мне очень стыдно, что Украина находится в том числе. Вот, это прям моя боль, что мы проживаем в зоне, вот Одесса, например, это легкий йод-дефицит. Чем ближе к горному региону, Карпаты, тем тяжелее йодный дефицит. И как многие покупают йодированную соль? Очень немногие. Да? То есть здесь ответственность за здоровье щитовидной железы лежит на плечах каждой украинской семьи. И здесь очень важная взаимосвязь между интеллектом и достаточным потреблением соли. Многие до сих пор боятся, считают, что эта соль какая-то вредная. Со старой солью, с первой, были проблемы, от нее взрывала консервация. Сейчас же такого нет. То есть соль очень безопасная, нужная, потому что не все едят 2-3 порции рыбы в неделю. А даже если едят, не всегда она морская или океаническая, йод летучий элемент. Поэтому здесь самая лучшая профилактика йодного дефицита – это потребление йодированной соли. Можно сказать, а у меня давление, например, мне нельзя соль. Вот итальянская ассоциация даже выдала такой слоган, что пусть соли будет меньше, но она вся будет йодированная. Это очень важно. Есть группы риска по недостаточному употреблению йода, да, то есть периоды в нашей жизни, когда нам йод особенно необходим. В первую очередь это беременные женщины и это кормящие женщины. Здесь обязательно 250 микрограмм для беременных и 300 для кормящих, причем весь период лактации. Вот это та группа, которым, как правило, назначаются добавки йода. Вот. И тут нужно очень к этому подойти скрупулезно, потому что девушка может прочитать, да, в интернете у меня вот этот комплекс витаминный, вот, и возьму еще эту, нужно подсчитать, да, есть витаминные комплексы для беременных, которые содержат йод, есть, которые не содержат йод, и это все нужно учитывать, потому что развивается плод, растет его мозг, с 12 недели образуется щитовидная железа у плода, то есть этой бубочке еще 12 недель, но ему уже нужен йод для того, чтобы он сам продуцировал гормоны. То есть это чрезвычайно важный вопрос. И количество узловых форм заболеваний в щитовидной железе выше, поскольку у нас обеспечение йодом очень маленькое. Есть такой анализ, например, как йод мочи. Его используют популяционные оценки, то есть если каждый отдельный человек будет его сдавать, он не совсем достоверный, потому что мы сегодня одно количество йода съели, завтра другое. Но если мы возьмем количество людей на определенной территории, посмотрим у них йод мочи, вот, и мы можем оценить достаточное потребление йода, недостаточное. Вот по практике у нас, конечно, недостаточное потребление йода. Поэтому пойдите сегодня на кухню, посмотрите, какая у вас соль, и замените на йодированную. Есть такой миф, что можно узнать, достаточно тебе йода или нет, нанеся йодную сетку. Это неверно, поскольку это скорость проникновения веществ, транспорт через кожу. Да, то есть на это мы не ориентируемся. И вот йодными сетками можно конкретно передозировать йод, можно вызвать заболевание. Это раз. И второе, люди, у которых уже есть узлы в железе, должны понимать, что лечебные дозировки йода им запрещены. Профилактические дозировки йода можно, да, то есть йод в питании можно, а лечебными мы можем сделать только хуже. Какие пациенты вам больше всего запоминаются? Чем чаще бывают проблемы, когда ко мне приходят люди с фитнес-клубов,
когда тренера выходят из зоны своей компетенции. Сейчас это очень трендово, это модно, назначаются анализы и назначаются, к сожалению, к огромному сожалению, очень мощные гормональные вещества, которые порой даже покупаются как-то подпольно, неофициально. Эти люди не понимают, что они делают, потому что ко мне обращались ребята с почечной недостаточностью от перегруза белка. То есть белок, он нагружает почку. И если мы назначаем и протеины, и разветвленные аминокислоты, то есть когда этого всего много, плюс белок пищи, эту почку можно перегрузить, особенно если есть, например, 0,1 степени уже почечная недостаточность, то есть они этого не смотрят. Бывают, приходят мужчины, которым дают очень мощные блокаторы женских гормонов, бустеры, стимуляторы тестостерона. То есть у меня был недавно пациент, которому фитнес-тренер назначил очень мощные препараты, и у него пошел и тромбоз, и это очень долго все раскручивали, чтобы понять, то есть люди не сразу это говорят, и они где-то стесняются, то есть здесь еще нужно узнать правду. Одна из проблем актуальных, многие наркотические вещества дают гормональный сбой. Здесь тоже нужно сказать правду, потому что у доктора в голове один план диагностики, и мы делаем тут чисто, опухоли нет, откуда гормон идет. Ну, здесь нужно все-таки решиться, когда доктор тебя спросит, были ли вещества, все-таки признаться, потому что тогда будет правильно оказана помощь. Что касается случаев похудения, здесь тоже мне я вот этого не понимаю, когда человек приходит и говорит, вот я ничего не ем, и я поправляюсь. Чаще так не бывает. То есть можно обмануть меня, можно обмануть себя, можно забыть. Но на сегодняшний день, в чем есть палочка-выручалочка, есть система суточного мониторинга глюкозы. Она устанавливается, и каждую минуту-две можно смотреть свой уровень глюкозы. И там четко видно, кто, когда и чего углеводного съел. Вот, поэтому здесь нужно быть откровенным, потому что ты идешь на прием, ты платишь деньги, ты тратишь свое время, ты занимаешь чье-то время, доктор тратит свое время, и когда не договаривают, это всегда против тебя. Ты не выиграешь в этой ситуации. Что касается щитовидной железы, узлов, то здесь чаще все-таки узел доброкачественный, но если нужно, его нужно правильно дообследовать, потому что никто не обещает тебе, что ты не окажешься в 5% людей, у которых будет результат злокачественного. Если раньше считалось, что если узел меньше 1 сантиметра, все ок, можно узел не пунктировать. На сегодняшний день врачи-эндокринологи и врачи УЗИ договорились, что есть определенные описания узла, там наличие кальцинатов, какой тип кровотока, центральный или периферический, форма этого образования, и разделили узлы по степени злокачественности, и это называется классификация ТИРАЦ. Поэтому если вы идете, делаете УЗИ щитовидной железы, там находят образование, то есть узист не имеет права прямо сказать, что это узел, да, то есть он описывает образование, потому что бывают узлы, бывают псевдоузлы, вот, и он это образование должен проклассифицировать, вынести в заключение, какая это степень по ТИРАЦ. Для того, чтобы доктор из Японии понял доктора из Америки, из Израиля, из Украины по одному слову, допустим, ТИРАЦ-2. И я понимаю, что мы этот узел просто наблюдаем, мы его не пунктируем. Но если это будет ТИРАЦ-5, мы 100% его пунктируем. В зоне
ТИРАЦ-3, ТИРАЦ-4, есть свои нюансы по размерам узла, где где-то пункция нужна, где-то не нужна. Есть также на сегодняшний день такой метод, как эластография, когда смотрят на плотность узла. То есть для пациента он похож на УЗИ, просто там немножечко другой принцип. Чем плотнее узел, тем он более злокачественный. И самый достоверный метод, это золотой стандарт во всем мире, это пункционная биопсия, когда понимают, какие клетки живут в узле. Ее не стоит бояться, то есть если ее уже назначили, то это нужно сделать. Потому что вот из недавнего у меня был пациент, который знал, что у него 100 лет в обед этим узлам, и этот узел был не очень большой, не дотягивал до 1 сантиметра, вот, но по описательным характеристикам он был сомнительный, подозрительный. Вот мы его пропунктировали, там оказались злокачественные клетки, но все хорошо, его прооперировали, даже сохранили долю железы. Он доволен, рад, и наши коллеги, хирурги из Германии сказали, что все было сделано вовремя, все сделано правильно. Поэтому обращайтесь к специалистам. Что нужно для того, чтобы стать эндокринологом? Для того, чтобы стать эндокринологом, нужно получить высшее медицинское образование, это 6 лет, затем отучиться в интернатуре по внутренним болезням, либо, если это детский эндокринолог, по педиатрическому профилю, и потом закончить курсы специализации по эндокринологии. И дальше всю жизнь учиться, совершенствоваться, развиваться, читать новую литературу, новые данные, потому что в современном мире все очень быстро развивается, новые технологии, новые методы мониторинга, а в эндокринологии особенно. Мы вообще счастливчики, у нас есть такое понятие, как инсулиновая помпа, а мы ближимся к созданию поджелудочной железы, и это искусственной поджелудочной железы, когда помпа имеет обратную связь. То есть на сегодняшний день помпу еще нужно настраивать, то есть человек и смотрит уровень сахара. И вот я сказала, смотрит уровень сахара, и все подумали через пальчик, да, глюкометром. А есть уже системы мониторинга, не нужно колоть пальчик. Раз на телефон данные пришли, допустим, сахар 5, отлично, хороший сахар. И он знает, сколько он съест углеводов. И он подкалывает себе столько-то короткого инсулина. Теперь вот подкалывает, это как? Есть, которые шприц-ручки укололи, кто-то шприцом колет. А помпа, она настроена на определенный режим. Вот, и это очень облегчает, да, то есть она себе подкалывает, как вот настоящая поджелудочная. Но человек все равно всегда должен просчитывать, будет он заниматься физической нагрузкой или нет. То есть упадет ли у него от этого сахара или нет. Может, ему нужно съесть определенное количество углеводов, тогда ему не нужно, например, колоть короткий инсулин. А современная вот та помпа, которая сейчас разрабатывается, эту обратную связь, сколько доз и прогноз выстраивать по сахарам, они будут осуществлять. Это вот вообще прогресс, это революция, это здорово. Лечение диабета самое главное знание. Ну, то есть это вот прям номер один. Если мы совмещаем быстрые углеводы, например, мы берем жирное мороженое, пломбир, оно медленнее поднимет сахара, чем замороженный сок. Или просто сок жидкий, быстрее, потому что все жидкости или, например, гипогликемия лучше купировать колой, соком, фрешем. Здесь в первую очередь в лечении диабета это знание. И раньше какая парадигма была, что доктор лучше знает. На сегодняшний день для больного с диабетом первого типа, для пациента с первым типом диабета сахарного, он для себя должен быть идеальным инсулинотерапевтом. То есть он должен знать свои коэффициенты чувствительности. Очень многие моменты, тут самое главное, человек этому научить. А дальше это его организм. Да? То есть у женщины, например, период цикла влияет на чувствительность, потребность в инсулине. Допустим, человек заболел обычным ОРВИ, а у него сахара растут, да, потому что потребность возрастает. То
Здесь очень, в первую очередь, это знание. То есть для того, чтобы хорошо лечить пациента с первым типом диабета, его нужно научить и сопровождать, поддерживать его в этом по профилактике осложнений. То есть в первую очередь страшный диабет – это своими осложнениями. Плюс первый и второй диабет. Вот кардинальная разница в том, что первый тип диабета, он возникает не из-за того, что люди много ели сладкого, шоколада, конфет и прочего, он аутоиммунный, да, он возникает после вирусных заболеваний. Это нельзя профилактировать. А второй тип диабета, да, он идет уже чаще от переизбытка жировой ткани, от ожирения, то есть приобретенный. И он как раз генетически, его предрасположенность к нему передается больше. То есть, чтобы у людей не было страха, что если у человека диабет, что у его детей будет диабет с первым типом. Тут как раз наоборот. Второй тип, он детерминирует предрасположенности к нему больше. Вот. И еще из интересного, есть диабет сахарный и есть диабет не сахарный. Чаще про это забывают. А что же такое несахарный диабет? Вот есть сахарный диабет, а есть не сахарный диабет. По клинике они чем-то похожи. То есть первый из симптомов диабета – это жажда. Человек начинает больше пить, соответственно, он больше мочится, да, то есть чаще бегает в туалет. Это и для первого типа, особенно первый тип. Второй тип менее выражен, но все равно будет сухость во рту. Здесь причина в том, что либо абсолютная недостаточность инсулина для первого типа диабета, и он лечится исключительно инсулином. Второй тип диабета, инсулина много, вот его прям больше, чем нужно, потому что есть вот эта инсулинорезистентность, когда инсулин не может подойти к рецептору и завести глюкозу в клетку. И тут это иногда называется голод среди изобилия. Инсулина много и глюкозы много. А клетка голодает, и она кричит поджелудочная: ау, дай мне еще инсулина. И поджелудочная работает в 2-3 раза больше, чем нужно. И порой второй тип, если вот он запущенный, не компенсированный, не целевых значений, он может перейти в первый. И порой люди с вторым типом диабета, их переводят на инсулин. Но этого, опять же, бояться не нужно. Если пришло время, если уже не помогает нагрузки питания, то и там основные современные препараты, вот важно именно современные, потому что некоторые пациенты на таких заскорузлых препаратах, которые вот чаще я отменяю. И тогда есть же, это же не то, что как в первом типе диабета, нужно добавлять там длинный инсулин, это будет одна подколка на ночь, например. А вот несахарный диабет, здесь проблема с антидиуретическим гормоном. Он вырабатывается в гипоталамусе, и потом он выбрасывает через ножки гипофиза. Смысл в том, антидиуретический, то есть он задерживает диурез в норме. Да? Иногда он называется еще вазопрессин, он вызывает вазоспазм, да, спазм сосудов. В чем его смысл физиологический? В том, что что самое важное, это объем циркулирующей крови. То есть если человек начинает терять объем жидкости, да, мы должны быстро сработать, чтобы человек не истек, не умер от недостатка крови, от гиповолемического шока. И бывают ситуации после травм головы, после вирусных заболеваний, инфекционных заболеваний, этот гормон перестает вырабатываться. То есть не задерживается жидкость в организме. И эти люди пьют 5, 7, 10 литров воды. То есть этого пациента можно заподозрить так, что он везде ходит с бутылочкой. Это не то, что это модно, вот. Нет, это вот прям у него дичайшая жажда, и у него не концентрируется моча. То есть если у здорового человека мы просыпаемся утром, да, и вот начиная моча, она концентрированная, плотная. У них она вообще не концентрирована. Она постоянно прозрачная. Это если это центральный тип, он достаточно хорошо компенсируется. Есть назальные спреи, есть таблетированные формы этого гормона. Это полегче состояние. Есть еще почечная форма несахарного диабета, когда этот гормон есть, но почка его не слышит.
он уже на уровне почки не работает. Это лечится гораздо сложнее. Есть методы, но они вот прям не стопроцентные. Такой интересный орган, как паращитовидные железы. В норме люди про них и не знают, и не должны знать. Они занимаются регуляцией обмена кальциевого. Вот. И здесь такой интересный момент. Бывают состояния, когда у людей в крови повышается уровень кальция, а по клинике, по жалобам все похоже на диабет. То есть и сухость может быть, и полиурия, часто бегает в туалет по-маленькому. Но что здесь должно смутить человека? Если у него камни в почках, в желчном, у него частые запоры, то сдать нужно кальций. И вот здесь опять нюанс, как и во всем у нас. Это не просто кальций, да? Можно сдать кальций общий, кальций ионизированный. Кальций ионизированный — это очень капризный показатель, поэтому нужно сдать кальций общий и альбумин. И в соотношении они дадут понятие и о том, что происходит с уровнем кальция, и такой гормон, как парадгормон. То есть здесь очень гиперпаратиреоз по клинике может напоминать сахарный диабет. Но эти люди чаще обратятся либо к урологам с камнями в почках, либо к гастроэнтерологу с камнями в желчном и с запорами. Вот, поэтому здесь вот эндокринные заболевания, они непросты тем, что они очень неспецифичны, они маскируются. Вот, например, гипотиреоз. О нем говорят маски гипотиреоза. Есть еще форма гипотиреоза с анемической, например, когда у человека анемия. Вот, поэтому здесь много всего интересного. Есть гормон пролактин. В норме он есть у мужчин и у женщин, но основная его, прям основная функция — это кормление грудью в вскармливании ребенка, да, лактация, регуляция лактации. Но у женщины этот гормон может повышаться и на стресс, и на половой акт, и на плохую ночь, если был плохой сон, он может повышаться. А есть состояние, когда он повышается в результате того, что в гипофизе есть опухоль, да, это микро- или макроаденома. И есть несколько путей решения. Первый — это терапевтический, когда мы блокируем этот гормон. Есть путь операционный, когда мы удаляем, и лучевой, когда лучи все сходятся в одной точке и выжигают эту опухоль. Вот. И такой интересный момент, что одним из препаратов, который лечится аденома в инструкции возможных, это не обязательно побочное действие, но возможное, там есть импульсивная тяга к шопингу, к азартным играм. И сейчас громкое дело в Америке, мне кажется, где мужчина выиграл суд. Он доказал, что это из-за того, что он принимал эти препараты, он вот проигрался в казино. Поэтому будьте бдительны.